Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что этот свят вечер вы на нашей волне, что мы вместе. Это прямой эфир, Игорь Мосейчук на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте. С наступающим праздником, с сочельником. Александр, здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители, всех с святвечером, с Рождеством Христовым, всех, кто остался верен нашей вере православной, нашим традициям, всех с праздником, здоровья, счастья, удачи, благосостояния и мира всем нам. Пускай звезда, которая сейчас возвестила нас о рождении младенца Иисуса, возвестит также о том, что этот год станет годом мира для нашей страны, для нашей земли и нашего народа. Да уж, на самом деле такой насыщенный был прошлый год, и этот уже насыщенный, вот прям уже. Насколько приблизят, скажем так, первое путешествие Буданова вместе с Зеленским за черевичками к Урсуле, собственно, и Макрону. Вообще, конечно, такая, извините, ну, как бы такая немножко, вроде как праздник, но все равно брезгливая какая-то картина. Значит, Париж, большущий стол, да, всем накрыли, так сказать, все друг друга поздравляют с Новым годом. В общем, такая какая-то странная коалиция желающих, то ли для Кушнера и Виткова стараются, там Витков подошел к Умерову, там Буданов рядом и Арахамия, что-то поржали, короче, поржут, пожрут, в общем, хорошо все у них. Только вот, как бы, знаете, эвакуация еще большей территории, света как бы не предвидится в большем количестве. Единственное, что загадочная отмена удара, ночного удара, там, получается, позапрошлой ночью, да, по Украине, когда все ожидали и вылетели борты, а потом приземлились, удар был только дронами. В общем, никаких таких очень явных признаков нет, потому что смотришь программу дня, да, как бы повестку, ну, там вообще какая-то интересная история. Никаких тебе войск, хотя всем рассказывают, что войска ведут. В общем, все это обсудим, ровно как и победу Трампа. Он сегодня куражится, он там и кривляется, и рассказывает, как с Макроном общается, а жена ему пародировать запрещает, начинает танцевать. Ой, в общем, праздник у него настоящий по итогам Мадуро. Но, правда, как бы трезвость все равно присутствует. Говорит, проиграем выборы, импичмент мне впаяют. Поэтому давайте, консолидируйтесь. Он сегодня встречался с Палатой представителей. Друзья, если вы на нашей волне, подпишитесь на Мосейчука, телеграм-канал, YouTube-канал, подпишитесь здесь, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео, этому прямому эфиру. Все вживую, все как есть. Первые новости из Парижа, если они будут во время эфира, конечно, обсудим. Ну и то, что сейчас есть, тоже будем обсуждать. Мадуро, назначение, кадры, в общем, ой, как интересно. Значит, QR-код, которого нет, он перемещен в чат трансляции, да, там можно как бы задонатить, вопрос задать, и просто, да, в клубе зрителей, закрытом в Телеграме, в сообществе YouTube, там абсолютно открыто, и, в общем, оттуда берет Игорь Владимирович вопросы, если не успеваем что-то обсудить. Все традиционно, все как всегда. Поэтому, пожалуйста, уважаемые зрители, значит, опрос сегодняшнего эфира, с него и начнем. Ну, давайте с такого важного, фундаментального. Назначение Буданова и перестановки Зеленского – это и варианты ответов. Ну, к полноценному миру подготовка, к еще большей эскалации в войне, к заморозке ради исхода Зеленского. То есть какой-то каркас построят, да, может выборы проведут, может не проведут, это уже дело третье. Но, в общем, Зеленский на выход. Будет на кого страну оставить, да, в том числе западным партнерам. Ну, еще один вариант – это все просто отвлечение внимания от воровства и тотальной коррупции. Мол, надо было что-то делать, потому что с этими людьми, ну, их просто никто не воспримет, и дальше каши не сваришь. Такие 4 варианта, не взаимоисключающие, но все-таки интересно, какой выберете вы. Четвертый. Александр, четвертый. Смотрите. Тотальное воровство, тотальный грабеж, тотальное мародерство. Из-за этого обвалы на фронте, из-за этого черт украл месяц
ну, то есть электроэнергию. Вот. Зеленая гнида Рождество и уперли в Париж. На самом деле все вот эти вот передвижения кроватей в зеленом борделе, вместо того, чтобы менять людей, а лучше снести бордель нах, это все о том, чтобы замести следы, очистить окружение, сказать, да вот я ж видите, вот. Есть ли в этом какая-то полька? Есть. Внутренне зеленая. Разновидности разных гнид зеленых борются за доступ к золотому унитазу. Вот я наблюдаю сегодня Давидушка, впервые после Стамбула на международную встречу его взяли. Это о чем свидетельствует? О усилении позиций Давида Георгиевича. Ну, Буданова там по должности, хотя могли и не брать, секретарь все-таки. Хотя хотят превратить в секретутку. Даст, не даст, вопрос. Значит, что еще такое приметное они делают? Ну, давайте коротко пробежимся, наверное, раз вы уже подняли этот вопрос с перестановками, потому что, ну, они действительно как бы в чем-то где-то, ну, Да, давайте знак. начнем с главного. Значит, это Буданов. Его там фотографируют, смотрите, он вместе с Зеленским в Париже, он отпраздновал 40 лет, его там кланялись, поздравляли все. Слова плохого поперек никто не сказал, все наоборот хвалят, желают успехов и удачи и признают, что вот какое усиление. Но ведь мы как бы не вчерашние, все помнят о конфликте с Ермаком непосредственно. Даже история с Малюком, которого, ну, по версии некоторых изданий, лично Буданов уговорил, поднажав, так сказать, что надо уходить по-тихому, по-добру, по-здорову, в общем, не ерепениться. И тут все сейчас гадают, а какой будет Буданов, а кто его будет окружать? Там Кислица у него в замах, кто у него из людей Ермака, кто у него со своих людей, будет он своих назначать. А почему Буданов? Он же отказывался. Как вы видите Буданова в роли главы Офиса Президента? Ну, для меня показательно стало не назначение Буданова. Мы его разбираем сейчас. Показательно стало отношение к нему со стороны Зеленского. Внимание, обратите внимание, мало кто на это обратил внимание. У меня к вам вопрос, Александр. Вы можете себе представить, что там Порошенко, Янукович, Ющенко встречается с человеком, говорит, ты будешь первым замом у моего секретаря, там, ну, у главы офиса. Нет, это, конечно, лютый цирк был. Он со всеми Ну, встретился, он всем предложил, я, а те ладно подумали. все, подождите, ладно все, ну будем разбирать. Но Кислица, первый зам моего секретаря. Но этого не было ни при Порошенко, ни при Януковичу, ни при Ющенко, ну, ни при Кучме, при Кравчуке мы даже не помним, кто был главой, ну, администрации. Вот, то есть он не зовет Буданова, зовет Кислицу, говорит, ты будешь у Буданова первым замом. То есть международка на тебе, ходить ты будешь сюда. Ну так я этот посыл понимаю, докладывать вот сюда, ко мне. Вот. И вообще Буданов то Буданова, ты Кислица, ты вот здесь. Ну не было ж Буданова, я ж, ну, не потерял, со зрением у меня все нормально, нормально. Значит, это раз. Второй момент. Да, вы правильно сказали. Я вчера уже написал, что я думаю, дальше надо дворников на Банковой собеседовать начинать. Потому что, ну, уже ж, ну, да, ну, со всеми, вот со всеми лично все. Вот эти медиашлюхи
я имею в виду там Литвина, Подоляка, Вову Петрова, там вот эти, они это все разносят, преподносят, как великий, как это. Но, кстати, с Малюком же вставили по полной программе. Ну, предложил он Малюку написать заявку и пойти там на почетную пенсию. Ну, Малюк сказал, я подумаю. Ну, сидите, молчите, внесите в Раду постанову, проголосуйте, да и все. Да нет, эти инфошлюхи берут и самого же Зеленского на вот такой шпагат, понимаете, на вот такой шпагат. Говорят, Малюк тут взбунтовался. Это же они подняли, это же не Шелест, не Мосичук, не критики Зеленского. Это они подняли вопрос. Взбунтовался. Тут появляется, ну ладно, Белецкий, ладно, Ярос, ладно, там это Шобла, которая на агентурной связи, про них и имена называть не буду. Драпетый, ну, то есть генерал, заслуженный, все. И говорит, нельзя увольнять. И тут получается, если после этого Зеленский не увольняет, то весь мир и все скажут, видите, военные рулят. Военные ему сказали, он не сделал. Уволил, ну, заставил, уговорил. Но все те, кто влез за Малюка, ну, я имею в виду значимых, я же говорю, тех не берем, там, Стерненок не считаем священными. Все, кто влез за Малюка, они понимают, теперь придут за нами. И Кто? думают, так кто? Следующий кто-то, кого Не, ну позовет. подождите, ну давайте так, ну там же зам, как внезапно оказалось, руководивший, организовывавший паутину, за которую Малюк получил Героя Украины. Мы сейчас дойдем, мы дойдем, это обязательный момент, вы очень правильно, тут надо детально, ну, вы правильно говорите все. Тут не в этом. Поклад, так у него повышение у Поклада. Смотрите, я не, можно, Александр, я закончу. Они понимают, что за ними придут, то есть их будут убирать с должностей, от бригад, ну, отсовывать, от руководства, потому что они сказали слово против. И тут возникает ситуация, очень близкая к ситуации в Венесуэле. Завтра появится какой-то Трамп и скажет, дорогие военные, мы же понимаем, что Мадуро сдали его военные. Ну, мы же это понимаем, это Трамп может там американцам рассказывать о блистательной операции и все. Она блистательна. Но она блистательна была и со стороны ЦРУ. Она была подготовлена, ну, полностью. Вот так к Драпетому, к Белецкому, к Ярошу, кто там еще, да, придут, скажут, к Прокопенку, скажут, ну, вы видите, совсем что с катушек слетел парень. И сдадут, так как сдали Мадуро. Поэтому, как уговорил Буданов или не Буданов, как уговорили Малюка? Малюку сказали, ты же понимаешь, война, там за тебя третья штурмовая служба безопасности во главе с Булатом, которому ты прикрыл задницу по ТСКшниках по Тернополю. Там Буткевич, мы его сейчас грабить будем. То он богател при нас, а тут грабить будем. Это же он заставил Усика выйти, прихожанина УПЦ, и сказать, защищать Малюка, который то УПЦ типа гнобил. Понимаете? Ну и так далее, так далее, так далее. То есть ему объяснили, он говорит, ну я не уйду. Говорят, ну мы пошлем отряд ГУРа. Он говорит, а у меня есть отряд Альфа. Ну и это очень накалялось. После этого вмешался действительно, ну как мои источники говорят, Буданов, и был предложен компромисс.
что как раз командир Альфы заходит на место Малюка и все. Но я уверен, я вот уверен просто, Александр, мы вернемся к вам когда-то к этому, я думаю, в ближайшее время разговоров, что это все временно. И мои источники в парламенте утверждают, что на следующей неделе, вся неделя будет кадровой, но вопроса главы СБУ не будет. Четко вчера уже кинул Зеленский первый камень и бросит по всех договоренностях. Я в этом уверен на 100%. Будет подан на главу СБУ в парламент Александр Валентинович Поклад. Вчера вечером, после того, как типа уже Малюк согласился, ТВО оприлюднили, Поклад первый зам, люди, которые отвечали за диверсии, за контрразведывательную деятельность, в замы. То есть фактически революция в СБУ. К власти пришли контрразведчики и диверсанты. Это может и неплохо во время войны. Я ни в коем случае. Я о другом. О том, что кинули, этих парней. И то, что там сейчас Евгений Хмара, сегодня он ТВО, а завтра не ТВО. Уволить ТВО – это факсимиле позвонить Маше и сказать, поставь, пожалуйста, на указ, и все. Два слова о Покладе. Потому что такая, знаете, гуляет страшный ореол за ним гуляет, такой вот великий, могучий, всемогущий, просто один из столпов власти Зеленского. И получается, с одной стороны, бутафорское удаление Малюка из игры для того, чтобы показать то ли Западу, то ли, в принципе, отчитаться, что смотрите, вот у меня была целая СБУ, а сейчас вот я поменял, сейчас вот там другой человек. Это он... Смотрите, тут два в одном. Тут очень красиво, тонко. И я думаю, что это разыгрывал не Зеленский, а сидящий в кровати, под кроватью Андрей Борисович Ермак. Почему? Потому что красота игры была. Западу продавалось, вот это же он наехал на антикоррупционеров. А в памяти было, как Малюк отказался арестовывать кое-кого. То есть Западу мы вот это продадим, выступление, да, Малюка, и инфошлюхи на этом и акцентировались. Надо было тогда поддерживать Малюка. Вы слышали Петрова? Надо тогда было, когда НАБУ давили. То есть Западу продали одно, себе в блокнотик записали другое. Я, кстати, скажу, что Малюк при всех моментах, я знаю людей, которые там вчера ходили к нему, позавчера, говорят, давай стартуем, политическая карьера. У тебя может выйти круче, чем у Заушного, перебьем рейтинг, тем более Буданов отпал. Понимаете, да? То есть вот сейчас поддержка, все, Малюк сказал, стоп. Пока не хочу. Почему не знаю, но может это и внешне пока не хочу. Понимаете, да, Александр? По поводу Поклада. Тяжелая биография. Человек, я в истории прошлого столетия знаю только одного такого человека. Это человек создал ГУЛАГ. Запамятовал фамилию, комиссар. Короче, смысл в том, что человек был у Мишки Япончика бухгалтер, а закончил комиссаром Сиблага там, и всех вот этих конструкций. БАМ строил и так далее. Вы Ягоду имеете в виду, да? Не, это не Ягода, я как же его, ладно, вспомню, скажу. Он на Красной площади похоронен. Значит, то есть с мира воровского, с мира
Мишки Япончика, он бухгалтером был, в лагерь, не расстреляли случайно, в лагерь, с лагеря письмо Сталину, в наркомат создания лагерей и с почестями на Красной площади. Ну, Александр Валентинович еще у него впереди многое, но был осужден. Он мой земляк, кстати, с Кременчуга. Я свой дом Полтавской области, он с Кременчуга. Был осужден, говорят, бандейка лютая была. Делов наделали красивых, сидел несколько, несколько лет. После этого так, Френкель. Френкель, да. Ну, я просто... Да. Этот самый, да. Значит... Там просто вы так говорите, он там родился где-то, где и я, он вроде как в Одессе родился. Ну, это то, что я помню, так там сказать. Не, это Поклад мой земля. А, Поклад. Я думал, Френкель вы имеете в виду. Не, Поклад с Кременчуга. Поклад с Кременчуга. Я почему знаю, ну, об этой бандейке там. Я не знаю его роли в ней, не интересовался самим делом, но это самое так, ну, вообще знаю черты. Значит, после этого его забрал народный депутат от партии регионов и начальник охраны Дмитрия Фирташа, тоже наш земляк с Гадяцкого района, мирный, работать в структуру Росукрэнерго, ну, фирташевскую структуру, охрану, безопасность. После этого, я так понимаю, во времена Виктора Федоровича попадает в службу. Во времена Петра Алексеевича попадает в славноизвестное 5-е управление, которым, внимание, руководил господин Червинский на тот момент, а Поклад был у него замом. Вот, значит, потом, это как раз был период загадочного взрыва в центре Киева, где погиб грузинский доброволец Махаури. Это загадочные, ну, для кого-то загадочные, для кого-то нет, убийство Павла Шеремета и подобные, ну, были там вещи, появились там определенные эти. Потом, кстати, вот когда Червинский вот рассказывает о там рейдах у вас на родине, там по Снежное, там, ну, по Буку, по этому всему, там одну из основных ролей играл как раз Поклад, а не он. Ну, люби Боже правду, так сказать. Ну, смотрите, я Было почему. несколько ликвидаций. Последнее дело, он выполнял много поручений личных от нынешней власти, от Зеленского. Это он приволок Христенко в Киев, который должен был дать показания на НАБУ. И это он сопровождал нашего блуждающего Чебурека Умерова, чтобы тот случайно не сбежал и не наговорил. И он сопровождал Чебурека на встречу с Кэшем Патеем, ну, известную, с директором ФБР, когда тот ходил. То есть там доверие, я так понимаю, ну, полнейшее. Вот такое в среде чекистов, ну, то есть работников СБУ и среди клиентов называют его душитель. Чем это связано, псевдоним этот, я не могу сказать, потому что фактов
удушения со стороны Поклада мне, по крайней мере, неизвестно никаких. Но это самое, но такой тяжелый человек, мне Я приходилось почему, с ним смотрите, я сталкиваться. почему здесь сейчас детально останавливаюсь? Потому что нужно понимать, э, что будет дальше с Будановым. Ну, то есть Зеленский, он укрепился, да, свою вертикаль сбил. Вот я просто, все же видели, как он встречался точно так же с Федоровым, да. Тут ему папочку какую-то принес, без угла сразу пишет: о, у министра обороны есть план. Федорову сейчас придем. Подождите, Смотрите, и вы вот подняли абсолютно правильный, ну, правильный вопрос. он Смотрите, укрепился, и Буданов ему как бы, ну, для того, чтобы козлом отпущения вовремя сделать, или для того, чтобы, ну, просто ходил, отсвечивал, как какая-то сильная фигура, я для того, думаю, чтобы что его... Буданова обнуляют. Мое личное мнение, что Буданова поставили на должность для того, чтобы обнулить. И усиление Поклада, и попытка его завести на... Я думаю, что Буданов играл в данной ситуации, в том числе против Поклада, ну, когда его хотели назначить вместо Малюка. У них, будем говорить, мягко говоря, очень натянутые отношения после того, как Поклад лично казнил, застрелил Дениса Киреева, который был сотрудником ГУРа и переговорщиком на первых переговорах с Российской Федерацией. Это раз. Во-вторых, я думаю, что Поклад владеет полной информацией. Я не могу утверждать, какая она. Это официоз, это санкционировано, это понятно, это еще контактами между Главным управлением разведки Минобороны Украины и Главным разведуправлением Минобороны Российской Федерации. То есть то, что эти контакты были все 4 года, это я утверждаю на 101%, я владею полностью ситуацией. Тут, ну, то есть это касалось гуманитарных вопросов, обмена, это касалось договорняков по поводу безопасности Зеленского, по поводу необстрелов Кончезаспы, Барвихи, Рублевки, ну, понимаем. То есть это все проходило через них. В данном случае, я думаю, Поклад как раз поднят для того, чтобы Буданов... Что происходит по Буданову? Смотрите, Буданов выстроил серьезную архитектуру в средине ГУРа. Но ее можно поделить на 3 части. Офицеры военной разведки и примкнувшие, обученные во время войны. Это одна история. Она сейчас полностью под Иваченко отошла, эта история. Вторая история – подразделения, спецподразделения, созданные во время войны с добровольцев, с военных, мотивированных, нарванных, пассионариев, ну и так далее, и так далее. В большинстве своем эти подразделения были выведены где-то месяц назад, то есть это готовилось, понимаете, Александр? Были выведены из подчинения ГУРа и переданы в подчинение вооруженных сил, то есть Сырского. Значит, третья часть – это, как говорится, пиар-блок, блок советников, блок, который организовывал связи для него, для Буданова, который помогал с бизнесом контактировать, там полковник Червоненко, например, там Юсов, там, ну, многие. Разноплановые люди, вы понимаете, да, но которые помогали Буданову 4 года вот выстраивать какие-то взаимоотношения с кем-то и где-то. Этих людей ему сказали, либо забирай, либо пускай валят. Но они не нужны Иващенку. То есть, а всех забрать в офис он не заберет, их туда просто Зеленский не пустит. Вот. То есть, мое мнение, что Буданова начали обнулять. И тут
тут важная ситуация, я думаю, они сейчас будут пытаться туда же засунуть Малюка, чтобы обнулить, потому что Малюк может это забрать себе, то, что отпадает, ну, и электорально отпадает, ну, и людской, ну, фактор отпадает. Поэтому тут ситуация именно вот такая. Теперь перейдем еще к одному будущему силовику, который с папочкой там ходил. У меня вопрос, публичный вопрос к господину Драпатому, генералу, я к нему очень хорошо отношусь, к Андрею Белецкому, к Диме Ярошу, к Прокопенко Редису, ну, ко всем, кто действительно там где-то близок к фронту. Я вот тех, ну, не беру, вы поняли. Они неинтересны. Стерненки там вот эти, Лебеги и тому подобное. У меня к ним вопрос. Вот вас очень волновало, кто возглавит спецслужбу, кто возглавит СБУ. А какого беда вас не волнует, кто министром обороны будет? Почему вы молчите, когда за руку Зеленский ведет в кресло министра обороны чувака, который сотрудничает с Российской Федерацией? Я больше скажу. Там у людей, которые допустили в 100 раз меньше художеств, ну, с россиянами, в тюрьме держат. Ну, в тюрьме держат, годами держат в тюрьме за какое-то слово или за какое-то действие в сторону там кого-то с Русской Федерации. Я дико извиняюсь, но, во-первых, господин Михаил Федоров в период после того, как бросил Гербалайфом торговать и занялся интернет-рекламой, ну и IT, да, в этот период, а это был 2018-2019 год, 5 раз через Минск летал в Москву. 5 раз. У меня, я извиняюсь, вопрос. То люди за 1 раз в тюряге сидят. Второе. Сотрудничество его с Мишустинским Пинапом это, ну, притча во языцах, которую знает весь парламент, весь Кабмин, весь рынок игровой. Ну, вообще все, журналисты все знают. Наш коллега Влад Сидоренко, наверное, 10 или 20 вот таких расследований с именами, фамилиями, адресами, явками и паролями, ну, описал. 4 раза русским были слиты данные украинских граждан с ДИИ. Его дырявая ДИЯ, а некоторые эксперты говорят, что ее чуть ли не в России прописывали, ну, айтишники. Его дырявая ДИЯ есть в Шереметьево, ну, на других постах, везде. То есть ФСБ владеет полностью ДИИ. Более того, внимание, директор дочки российского Пинапа, собственником которого есть родственники Мишустина, этот директор является директором финкомпании, которая обслуживает платежи в системе ДИЯ. Ну, я еще раз говорю, я дико извиняюсь, если взять там владыку Арсения или еще кого-то, то их провина, ну, в 1000 раз меньше, чем в этого человека. Их в тюрьме держат. Что он делает на должности министра обороны? Вот все говорят, нам нужно, или Зеленский говорит, вот у нас цифровая, это армия, там цифровое министерство обороны, все там, хай-тек, диджитал, все, сейчас туда пойдем, роботы пускай воюют. Можно ударить? Вы знаете, Александр, я редко страдаю конспирологией, очень редко. Но можно я ударюсь сегодня чуть-чуть? Вы помните, когда господин Федоров посетил этого парня, который Рождество уволок, ну, Вову Зеленского,
этот самый, значит, это было вечером 4 числа. А знаете, что еще было вечером 4 числа? А поднялись самолетики российские с ракетками. Они полетали, побаражировали, на какие-то цели наводились и сели. Вот у меня вопрос, пускай он висит в воздухе. А не пугали ли они кого-то? Не говорили ли они, что вы должны принять вот эти вот решения? Иначе будет ай-яй-яй. Я ничего не утверждаю, но я еще раз говорю, люди, которые, ну, мы можем на пальцах всех перезагибать, по крайней мере, медийно известных людей, кто сидит в тюрьме, да, за какие-то 111 и тому подобное. Ну, Федоров на 10 111 по этой логике, ну, по логике этой власти заработал. Но его берут за руку, какая-то папочка, и его ведут в кресло министра обороны. Говорят, будет детализацией заниматься. Кресло министра обороны в нынешний период – это кресло дает в руки ручку, которая распоряжается самым большим финансовым капиталом в стране. Больше бюджета, чем Минобороны, на сегодня нету ни одного ведомства. То есть Шмыгаль, который действительно менеджер, который особо нигде в большом воровстве, он его видел, но непосредственно старался отпетливать, но от него. Ну, то есть он подельник, но подельник, ну, понимаете, молчалив. Этот самый, его убирают, а заводят человека активно. И говорят, вот ты ж там на дронах мутил, притом у меня опять же дикий вопрос, а Федоров не хочет перед тем, как прийти в Верховный Совет, ну, на утверждение на Минобороны, выйти и всей стране рассказать, сколько денег было собрано, сколько денег было потрачено, у каких компаний покупались дроны, кто бенефициар компаний и так далее, и так далее, и так далее. Например, рассказать о компании Сияра Куршутова, который был под санкциями, потом чуть ли не единственный выпал со списочка. Мало того, что выпал, бизнес ведет в Киеве, чей дронами торгует. Ну, вообще якась, ну, история Ну да, а дальше. потом говорят, что у нас сколько, 50% дронов морально устаревших, тех, которых государство, ну, в Да, общем. у чувака российский паспорт, вы ему опять же, ну, то есть, ну, ребята, вы определитесь, вы кричите, мы партия войны, мы будем побеждать, мы будем воевать, мы будем убивать. А сами звездите деньги на этом всем. Притом и еще и российских граждан. Сюда, сюда, ну, с ними эти деньги, все нормально, все. А потом получается, тут вообще отдельная история, это, ну, дай бог, все закончится, дай бог, будет комиссия какая-то следственная, и будет какое-то разбирательство. Ну, послушайте, наводятся ракеты российские по договорнику, по какой-то схеме, еще как-то, я не знаю как, но выбивают, кроме инфраструктурных, понятно, военных, понятно, чисто бизнес, чисто бизнес. Ну кому в Днепре мешал завод по выпуску памперсов и детских прокладок? Ну мы же понимаем, что только конкурентам. Ну явно, ну ракеты дороже стоят, чем этот завод. Понимаете, этот самый, которые его уничтожили. Ну, про Лейну понятно. То есть и эти люди заходят на Минобороны. Я на это смотрю, ну, знает об этом
Зеленский прекрасно, ну прекрасно знает. И расследования читал. И кто их делал, знает лично. Ну, то есть это же, ну... И я думаю, Александр Валентинович Поклад ему справочки, ну, соответственные, ложит. Но все равно берет за ручку и сажает. Злые языки говорят, что теперь Федоров будет отвечать за кассу, с которой... Да, почему не Буданов? Не, ну это же усиление. Зачем отдавать это? Тут кто платит, тот и играет. Вот парламент, большинство, кто То есть, платит, тот играет. подождите, то есть касса для парламента это будет у Федорова, а Буданов, у него будет своя касса на свою инфраструктуру. Ну, а может и не будет. Нет, смотрите, просто тут тоже А какая-то... зачем ему инфраструктура с точки зрения Зеленского? Если они идут на его обнуление, на хлеб с маслом и коркой, пожалуйста. Ну, на какие-то политические, ну, понимаете, да, вот какие-то силовые движения, зачем оно тебе надо? Сиди вот, мы тебя в Париж возим. Урсула покормит, да, вместе с Макроном. Урсула покормит. Вот. Я смотрел сегодня на Урсулу, вот на Буке, а на телеке... На булке Урсулы? Не, на Урсулу смотрел на яблоке, на компьютере. А, ноутбуке, господи. Да, а на телеке у меня шоу-фильм, ну, это у нас традиция семейная, «Ночь перед Рождеством». И там вот это солоха, понимаете? И вот это, ну, я думаю, ну, только похудей, конечно, на нашу солоху она не тянет, но такая. Объевропейная какая-то солоха, это самое. И она этих принимает, и вот этих принимает, и этих целует, а этому 40 лет, а вот этому вот так. А потом всех в мешок. Рассказывала мне моя бабушка, что ходили определенные люди, определенной народности перед началом Второй мировой. И говорили, вы уже в мешке, вас осталось только завязать. Ну, вышло там совсем по-другому, но смысл, что походу всех в мешок Урсула. Ну, у Урсулы вообще тяжелые времена. Тут сейчас, ну, я, например, жду этих новостей, вообще нет новостей. С Парижа сейчас, видимо, ну, затянулась трапеза или каким-то образом. Мы в прямом эфире, друзья, поставьте лайк, напишите, что думаете, потому что... Главное, щоб пацюк ніякий варениками не вдавився. Понимаете, в чем дело? Кажется, что этот пацюк с варениками — это Трамп сейчас. Он проглотил тему Венесуэлы. И давайте будем объективны. И ему понравилось. Да, и ему понравилось. Да, давайте объективно. Смотрите, не факт, что у него там вообще что-то получится. Не факт вообще, что он оттуда что-то хочет. Понимаете? Он уже сказал, там, если что, там биткоины заберем, я вообще гений, это все, там, признал, что кубинцев поубивали, кубинскую охрану. То есть, да, ну, в общем, то есть немножко... Ну, короче, Мадуро предали все, кроме кубинцев. Кубинцев пришлось убить. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Все понятно, то есть это все очень интересно, но я почему как бы от Урсулы к вареникам для Трампа, причем с разной начинкой, да, попадаются из такой веселой, как сегодня, танцует, там, кривляет Макрона, кривляет еще кого-то. Я вообще, когда увидел, думаю, не подсыпал ли наш этот зеленый черт что-то ему, когда был в этом. Не, ну а как себя еще будешь вести, когда побеждаешь Венесуэлу? Ну, можно еще Колумбию сравнить. Колумбию можно победить, тоже можно себя так вести. Но дело не в этом. Я хотел как раз-таки от другого оттолкнуться. Всем плевать. Европа самый слабый дала ответ на все происходящее. Стармер опозорился. Кая Каллас начала там как бы блеять, а вот достаточно ли, недостаточно ли легитимный Мадуро. То есть, вы понимаете, реакция нулевая.
Да, можно сказать, что и Россия, и Китай не спасли Мадуро, не, в общем, предотвратили ничего. Ну так а им зачем? Смотрите, Трамп посмотрел, что никакие геополитические игроки, да, ну они не собираются ему мешать. Ну а зачем? А как? Да? То есть, нет, другое дело, если бы была бы вот эта ось от Лиссабона до Владивостока, Китай, Европа, Россия, ну как это все планировалось, помните, в нулевых там это активно так подогревалось и давали какую-то такую даже почву материальную этим континенту, Евразия, евразийство, но не в том смысле идеологическом, а в смысле экономическом. И если бы они действительно представляли из себя что-то такое, конечно бы они Трампу сказали: Трамп, ша. Ну, Россия и Китай отреагировали жестко и так далее. Но Европа слабое звено. Самое слабое звено. И он, более того, приходит и говорит: Гренландию давайте. Он: как давайте? Это же невозможно. Возможно. Доктрина Монро, западное полушарие наше. Мы в безопасности будем только тогда, когда мы там будем. 30 тысяч гренландцев. Ух! Ну, то есть, понимаете, в чем дело? И все разводят руками, и никто сделать ничего не может. А почему? Потому что сначала он пришел за Мадуро, да? Нет, ну там, конечно, Иран тоже побомбил, и там сейчас тоже непонятно, что будет с Ираном. Но он пошел следом, да, к вам, конкретно к вам, европейцы. А те не в зуб ногой, понимаете? Какой прогноз у вас по Гренландии? И насколько это бросило, ну, такую грудочку соли, щепотку соли, да, в те явства, которыми сегодня угощали коалицию желающих на банкете? Ну, мне кажется, Александр, что почему забористо так себя Трамп сегодня вел? Потому что у него не просто там получилось с Мадуро, да, история, а у него получилось, я извиняюсь, трахнуть вот этих всех европейских вот этих жуликов, воров, как их там глобалистов, ну, там их каждой твари по паре, ну, будем говорить. Обобщить их тяжело. Они там одни, вторые. Что произошло на самом деле, давайте посмотрим глубже. С Россией, с Китаем понятно. Он им дал отсыл, и вот то, что он про доктрину Монро сказал и полушария, это еще больше отсыл. Там у вас свои полушария, ну, занимайтесь. А эти, мы же видели, что мы видели? Платформу антитрамп, которую выстраивали эти европейские глобалисты, брали нашего этого парня, забористого тоже, говорили: ты флагман, ты вперед, ты антитрамп, ты атакуешь, ты все. План был какой? Затягиваем в Украину, в российско-украинскую войну Трампа, измазываем в грязи, тут подходим на этой всей истории кровь, грязь, война, все к избирательной кампании, в Сенат, да, и проигрывает Трамп. Мы выиграем, а дальше мы его сносим, республиканцев сносим, все, забыли, все. А тут оказывается, что американцы, история с наркотиками, притом неважно, были наркотики, не были, было меньше, больше, это уже история другая. Но история с наркотиками американцев интересует больше, чем война России с Украиной. История Колумбии их больше интересует, и Венесуэлы больше. Потому что они понимают, что в Венесуэле нефть. Нефть – это работа. Работа – это бабки, это жизнь. Гренландия их тоже больше интересует, потому что это Арктика, это ключик к Арктике, это опять же о деньгах. Трамп не о войне. То, что он там побегали, ну, по Венесуэле, это одно. Вот.
И это все продается американскому обществу. Вы посмотрите на реакцию демократов, либерастов, этих, ну и глобалистов, и всякое вот это, Так что... они говорят, это Путин виноват. Не-не, подожди. Вы посмотрите, я прошу отследить. Да, они говорят, но дело... Путин виноват в том, что Трамп в Венесуэлу Мадуро Не, вы, пошел воровать. вы подождите, Александр, тут важный момент. Они первый день сидели охреневшие и рот открыть не могли. Они не знали, что сказать. Они бегали всему миру, рассказывали о том, что Мадуро нелегитимен, Мадуро диктатор, Мадуро подонок, Мадуро наркоторговец. А тут берет Дони Фредович, бабах Мадуро. И все видят, как история с рейтингами начинает, вы же видели, да, показатели уже в Америке, ну, у Трампа начинает пам-пам-пам. Они понимают, что их обнулили. Ну, обнулили. И они выходят и начинают нести чертий шо. Притом это чертий шо понимают, ну, средний класс это понимает. Они выходят и говорят, Мадуро подлец, но его не так украли. На них смотрят и думают, вы что, дебилы? Ну, это приблизительно, ну, это самое. Гитлер подлец, но убивать его не надо. Пускай еще 2 концлагеря построят. Ну, логика, понимаете, да? То есть вы же нам сами рассказывали, что Мадуро негодяй, а теперь говорите, его не так взяли. А потом на 3-й день, когда вы поняли, что это вообще, ну, дурдом, они говорят, так это Путин виноват. То есть в 1-й день они молчали, во 2-й день они рассказывали, не так украли и права человека нарушили, а в 3-й день они решили, что Путин виноват. Ну, а потом в 4-й до них дошло, они начали рассказывать, развязали руки Путину и Китаю по Тайваню. Ну, понимаете, и естественно, Александр, смотрят на это все люди, смотрят на это все общественность и понимают, что вот эта вся шобла, собравшаяся в Париже, она проигрывает одному дедушке, который ходит, танцует. Кривляется, да. Да, кривляется. Он же над ними кривляется. Он же кривляется над ними. Его электорат это поймет. Они видят, они аплодируют, там, снимают на телефоны, как он там танцует. Теперь по поводу Гренландии. Не будет никакой войны. Это они хотят войны. Кто? Ну, Урсулы, они понимают... С кем? С США хотят войны? Они хотят, чтобы те задействовали какую-то силу. Ну, любую. Да не будет никакой силы, не будет ничего. Гренландия спокойно отдрейфует туда, куда она отдрейфует, если не будет гегемонов, ну, с других полушарий какого-то, ну, все. И ключ к Арктике и к северным, главное, к северным торговым путям, потому что освоение Арктики это же еще где-то. А северные торговые пути, вот они, сейчас. И он же не зря сказал, там масса русских, китайских кораблей. Ну, вы же слышали, да, Трамп? Он, правда, не добавил, что 90% из них торговые, ну, грубо говоря. И что как раз ему и надо Гренландия, чтобы установить... Ну да, они там сейчас, кстати, очень интересная ситуация происходит на севере, ну, Антарктики. В общем, там гонятся за каким-то торговым судном под российским флагом, идущего в нейтральных водах. Ну, сегодня был такой эпизод, да, и там уже официально россияне говорят, ну, смотрите, я думаю, ну, как бы, мы, россияне, мы думаем, что вы там не будете, как бы, прыгать, да, на торговое. Они прям
Гонятся за ним американцы, гонятся, но сделать ничего не, ну как, не что ничего не могут. Воды-то нейтральные, судоходство-то открытое именно там, да, вот, то есть это ничьи воды. И там какая-то такая очень интересная обстановка. Вот этого хочет По- Трамп, вот этого, чтобы Поэтому через надо. него ходили и копеечку в копилочку клали. Конечно. И американцы это понимают, поддерживают, аплодируют. И хоть ты танцуй, хоть ты кривляйся, хоть языки показывай. Американцы понимают, кому он показывает, что не им. Потому что им А копеечка. чего Ну, Украине ждать, Игорь а Владимирович? теперь правильно, абсолютно. Я На не... Славянск уже идут. Смотрите, у меня есть четкое убеждение, сейчас я его скажу по поводу, там идут на славянский и так далее. У меня есть убеждение, что Трамп, умыл руки. Второе, Зеленский сдает Донбасс только из-за политической целесообразности. Гниды не захотели пойти на 28 пунктов, а они выполняют вывод, но типа с боями. И за это платим жизнями, экономикой, электроэнергетикой, ну, то есть всем, что страдает. Но у меня четкое понимание по карте происходящего, что вот такая история. Единственное, что эти подонки не учли, это то, что Путин подымет ставки. Что в момент, когда произошел фактический отказ от 28 пунктов в Вашингтоне, потом, когда разыграли историю с Валдаем, которую сейчас Трамп пытается привести, потому что наши ёлопы даже членораздельно привести. Вы же помните, я у вас в эфире, вот новогодний эфир, когда перерывало, я же говорил, что да, летели, да, меньше, да, не совсем на Валдай, да, то есть это самое. Но никто же у нас членораздельно правду сказать не мог, ее надо было ждать, пока Трамп скажет, через 2 недели, когда уже поздно пить У боржоми. меня есть такое мнение, я с вами поделюсь сразу, маленькая ремарка. Мне кажется, что они сами до путя не знают, куда они и что отправляли. Ну вот смотрите, понятно, что Вполне опять может. это очень важно. Смотрите, там в очередной дом прилетело в Туле, по-моему, ну на протяжении дня были сообщения, прошлый ночной удар, вот этот, Домодедово там перекрывают, вот это все, как бы эти. Еще раз, это очень важно. Смотрите, мы видим герани. Герань 1, герань 2, герань 3. Мы видим, как на эти герани устанавливают ПЗРК-игла, как на эти герани устанавливают сзади такая, как вот дальнобойщики-водители, когда там Я сильно видел. такая, опа, тебе и засвечивает, там прожекторы такие, да, мини-прожекторы такие светом. Там уже, там что только не устанавливают. И это все берут, демонстрируют, то есть идет развитие. У нас как наклепали вот этого на отмытых деньгах, я не говорю, что там они, конечно, тоже смертоносные, но там нельзя до путя понять, куда оно попадет. Попали, ну то есть завод большой, нефтеперерабатывающий, попали куда-то в резервуар, горит сильно, все, значит попали сильно. Но по сути ты не можешь им вот таким образом управлять. Поэтому, Александр, вы знаете, Александр. они и сказать ничего не могут. Сказать, мы стреляли там по какому-то объекту, ну, например, а там рядом сбилось Александр, или ветер подул, понимаете? Смотрите, у них правило. И это правило связано приблизительно с тем, что вы говорите. А это приблизительно связано с тем, что дроны в большинстве своем дальнобойные, либо собраны по западным технологиям, и на них эксперимент ставится, ну, то есть испытания, да, либо вообще западного производства и испытания делают. Сообщают только тогда, когда куда-то прилетело. А если его сбило, или оно упало, что тоже имеет место, то об этом никто ничего не сообщает. Ну, чтобы никто не расстраивался из Да, западных. Да. поэтому о Валдае никто и не говорил. Просто одному
парню, тому, который Рождество уволок в мешке, это самое, ему молчать надо больше. Потому что от его слов потом страна, ну, страдает. Вот он же вылез 25 декабря, когда поздравлял с украденным Рождеством, и сказал: желание с прямым намеком. Там записали, сели и ждали. И вот оно полетело. Говорят, так вот же оно. Иди доказывай, что ты не цветной телевизор. Или не балерина с Большой театр. Понимаете? То есть, все, вот. Угрожал? Угрожал. Летело? Летело. Куда летело? Да хоть там через 2 недели на спутнике посмотрят и расскажут, кому это, ну, уже интересно будет. Понимаете? То есть, ну, полная история, такое впечатление, что вредительство. Ну, по-другому назвать нельзя. Вредительство. И мы же еще не получили ответ. А ответ, Да. ответ будет. Почему? Это не потому, что я хочу ответ. Не дай бог. Я вообще не хочу, чтобы ничего летело. Но я четко понимаю, что для россиян Путин должен дать ответ. Не для украинцев, нет. И не для Европы даже, для своих. Потому что если московский царь не ответит, ну, на вот это, то царь слаб, и начнутся разные движения. Это так устроено это царство. Оно не живет по другим правилам. Знают ли это в Киеве? Знают. Зачем это делают? Ну, я же говорю, ну, вредительство, чистой воды вредитель. Значит, Мэтью Уитакер прокомментировал переговоры по гарантиям безопасности для Украины в Париже. Говорит, мы можем быть на пороге сделки. Продолжая молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир был устойчивым. Это он у себя в Иксе написал. Оттуда пока, ну, таких мощных новостей, потужных, да, новостей нет. Кроме того, как... Александр, мы тоже молим постоянно о мире, но только я, ну, наверное, раз 12 уже слышал о том, что мы на пороге. Вот мы на пороге, мы на него ступили. 90, нет, 95, нет, опять 90%. Сегодня с утра французы и британцы размещали в западных регионах нашей Родины войска. Да, 30 Как тысяч. гарантию безопасности. К обеду уже не размещали. Когда, друзья, когда выходит господин Зеленский и прямо вот берет и прямо говорит, вот дословно, гарантии безопасности будут миротворческие войска Британии и Франции в Украине. Это значит, что он посылает нах, глубоко нах, раз 10 нах мир. Потому что и ему, и я думаю, уже чуть ли не всем, не десятиклассникам даже, известно, что это красная линия, о которой россияне сообщили Трампу, ну и всем. То есть он заранее заявляет, что он за красной, ну, линией, и никакого мира не будет. Притом все также прекрасно знают, что после заявления россиян, что это будут законные цели для них, ну, на территории Украины, если эти войска появятся, в Лондоне и Париже срут кирпичами, и в 1 час кого-то размещают, через час не, ну, то, что мы сегодня наблюдали. То есть эта история мне напоминает морковку с НАТО. Только... Ну, не совсем. Все-таки деньги 90 миллиардов реальные. Я не о деньгах, Александр, Нет, я именно о войсках. Поймите, тут же у нас произошла такая очень серьезная подмена понятий.
Кто платит, тот и заказывает музыку. А уже не так это в отношении там Европы и ее влияния на будущее войны или там мирных переговоров. Ой, не так это выглядит. То есть одни платят, а другие заказывают музыку. Александр, вы абсолютно правы в отношении денег. Но у нас есть три составляющих. Три. Без всех трех, ну, в комплексе, это не работает. Не работают отдельно деньги, потому что деньги не стреляют сами по себе. Не работает отдельно оружие, и не работают отдельно люди. Потому что люди без денег и оружия не работают. Оружие не работает без денег и людей, потому что некому стрелять и боеприпасы, ну, не за что покупать. А деньги не работают, потому что они не стреляют и ничего, они просто деньги. Ну, грубо говоря. Надо три составляющих. Даже если гипотетически Трамп продаст необходимое количество оружия и боеприпасов, потому что в Европе его нету, и выпускать начнут неизвестно когда, то людей-то нету. Ну, нету людей. И то, что даже сейчас отчисляют за прогул одной-двух пар в вузах, это не решает проблем. Пакуют всех на свете. Пакуют то, что ТЦК для расправы используют. Куча людей, которые связаны с критиками власти, всех подметают. Имеют они родственники, не родственники, ну, понимаете, то есть всех. Кривых, косых, больных, кого угодно. Но это не решает проблем. Не решает проблем. И решить ее очень и очень тяжело. Время тикает. Можно снизить мобилизационный возраст. Но когда? Как? Как это произойдет? Подождите, как набрать людей? За 2 недели потеряли гуляй-поле. 2 недели от первых боев на околице до того, пока захватили. А дальше Запорожье. Смотрю, прокурор вылез, Захарченко там один. Вылез и говорит, вот это же этих ухилянтов, санкции. И это самое. И придут сами, сдадутся и пойдут в этот мясокомбинат. Бо карточки не будут работать, это не будет это. Я его послушал, и у меня вопрос. А чего ты, я извиняюсь, душевный гомосексуалист не на фронте? Ну, он еще там, знаете, что сравнивал? Говорит, надо делать так, как когда был ковид. Ковид. Типа, Угу. не в маске, не привит, без этого паспорта вакцинации, все тебе там. Кукиш тебе, а не какая-то услуга или какое-то там обслуживание в кафе. Александр, вопрос. Почему этот душевный Не, а гомосексуалист можно у меня на такой фронте? вопрос риторический, да, Да. не про душевного товарища или бездуховного, бездушевного. У вас есть паспорт вакцинации? Нет. А прививка была? Была. Ну, вот у меня наоборот. Вот в такой стране мы живем, понимаете, в чем дело? Александр, ну, я делал прививку в другой стране, я не делал в Украине. Нет, так вы же понимаете, это он говорит об Украине. Это мы понимаете, в чем дело? Смотрите, я не зря... Тут же у все меня понятно с вопрос. ТЦКшниками. С У ТЦКшниками меня, все понятно. У них кормовая база сужается, уменьшается, они становятся злее. так Тут я подскажу, где брать. Я подскажу, где брать. Всех коллег Захарченко, всех мусоров, всех страна, пенсионеров, по 35-40 лет он пенсионер. Страна, вы, я, наши знакомые, близкие, друзья платили налоги. С этих налогов содержали людей, которые должны защищать страну.
Тепер вони з таким, я извиняюсь, іплом сидять в этом самом по кабакам в Києві, Дніпрі, Харкові, а косого, больного, кривого тянут на фронт. Ну так же не этот самый, так не работает. Да, значит, Можно еще в Буковель съездить, там же тоже вот это вот. просто, ну, мы с вами когда-то это обсуждали, понимаете, и, по-моему, не единожды, что вот это вот будут ходить, рядить, вот это вот, опять, ну, нет пока новостей с коалицией желающих, да, но никто уже, смотрите, Трамп принял у себя Зеленского. Ночь люди не спали, сидели, вот он, сейчас что-то до Нового года решится. Ну и что? Ну, а тут вот эта сходка, понимаете? То есть абсолютно ноль по модулю. Да, там Кушнер, да, там Витков, но как кто они? В прошлый раз они так тоже слетали в Лондон, 20 минут Витков побыл, плюнул, развернулся и уехал, понимаете? Ну, то есть это показатели эффективности. Смотрите, работа Витков и Кушнера в данном случае посещать данное мероприятие. Не более. А результат, ну, будет, слава богу. Не будет, мы двигаемся по своему плану. У них план есть. А у нашего план другого характера. Тот, который курят, а не тот, который исполняют. Понимаете? А у них есть, они двигаются. У них вот Венесуэла, у них вот Гренландия, у них там полушарие. Ну, понимаем, да? То есть это сам. Нету у них Украины. Не видят они ее. И пока не увидят, ничего не Да, будет. И заканчивая, я вам скажу так, мое личное мнение, после вот этих вот стенаний двухмесячных по Трампу, ну, по мирному плану Трампа, который, по-моему, быстрее мертв, чем жив, ну, уже, мое мнение следующее. С парнем надо решать вопрос в конституционный способ, чтобы тут нас никто не обвинил. А если даст Бог стране выйти, избавиться от этой всей нечисти, то надо выходить и начинать вести прямые переговоры о мире. Прямые. Потому что все вот эти посредничества, Урсул, да и даже Трампов, они, во-первых, дорого и очень дорого стоят. Ну, уже не получится, уже нагреблись денег, поэтому... Тут тоже ведь тоже такая логика. Почему там он зовет эту Европу, чтоб Европа, все мы там сидим, рассуждаем с вами, аналитики, анализируем. Да потому что Европа деньги платит. У него нет своего ничего, понимаете? Ничего своего нет. Там же, это же как красиво, вот опять возвращаемся к этому Мадуро, да, костюмы подросли в цене, ай, как хорошо Найку, производителю, да, ой, как хорошо, там, да, вот, купили, они все там сейчас такие борцы, все там милитаризация, выборы не надо в Венесуэле, они там будут управлять как-то, налаживать отношения, короче, видите, как все хорошо, так проблема в том, что а вот все говорят, вот если не станет Зеленского, не станет Украины. А вы на секунду представьте, раз вот был и нет мальчика. Ну вот нет мальчика. И что, тут все рухнет, да? Все вот показывали, кстати, российские эти корреспонденты показывали, как там в Каракасе. Да, там ночью что-то дрон какой-то полетел, постреляли немножко, перестрелка. Ну там вообще как бы люди такие, там народ такой, там кланы, банды, там... Я вообще удивлен, почему на следующую ночь постреляли, а еще днем начали там стрелять. Нет, у них все нормально, люди в супермаркетах, жизнь идет, ИО принимает присягу, обнимает китайского посла, российского посла, иранского не обняла, ну там же к женщинам нельзя прикасаться. То есть, понимаете, все, и все идет своим чередом. Мадуро там судится, он там памятник, все, вперед. Поймите, пожалуйста, то есть мы не знаем, чем вывернется еще эта Венесуэла, но то, что трагедии не случилось, это правда. И вот я вот, знаете, я прихожу к мысли, что вот смотрите, гипотетически представить, вот был и не стало.
никто и горевать шибко не будет. Наоборот, будут показывать, как с венесуэльцами по разным странам, в том числе соседним, митинги, где люди радуются. Представляете? Александр, беседа у нас такая в рождественский вечер, это самое, уже час 20 говорим, надо чуть закругляться, бо меня скоро бить начнут, чтобы и шел за святковый стил. Значит, но перед тем, как перейти к вашим другим всем вопросам и всему остальному, я хочу повторить то, что я не раз говорил, перефразировать одного из моих любимых русских рокеров Шевчука. Ну, Родина – это не дупа зеленая, и целовать ее не обязательно. И дупа живет своей жизнью, а Родина живет своей жизнью. И меня интересы Родины намного больше интересуют, да не намного, а меня дупа не интересует. Тем более, которая пересидела где-то. Вот, это так. Да, друзья, значит, давайте сделаем следующим образом, потому что, да, действительно, мы так сегодня с вами. Ну, это потому, что аппаратная история, аппаратная часть была достаточно массивная, и спасибо большое, что вы с нами, друзья, что вы смотрите. Решили немножко не совсем по хайповым вот этим темам, а правда там разобраться, внутряночку, потому что это сейчас очень важно. Мне кажется, это сейчас самый главный... Это будет формировать будущее в буквально вот уже краткие сроки. Да, поэтому я думаю, что этот эфир вы будете вспоминать вот эту часть, на которую мы много времени, ну вот, да, уделили. Давайте так, значит, клуб зрителей, здесь там дискуссии, обращения, поздравления с праздниками, сообщество YouTube, Игорь Мосейчук обязательно сделает, они открыты, эти вопросы, он как бы их видит, и он обязательно на них ответит, поэтому следите за Мосейчуком и в Телеграме, и на YouTube, конечно, поэтому давайте мы вот так вот, давайте сделаем следующим образом. От меня будет один вопрос и немножко... И давайте подобьем результат. Да, и результаты, и все. Да, и на сегодня все. Но у меня такой вопрос, как всегда. Ну, вы знаете мои вопросы. Смотрите. Языковая активистка обвинила Гарика Карагодского в том, что он признался публично, что с детьми принципиально говорит по-русски, пытается обрусить, ну и как, ну, в общем, не понятно. Короче, детей плохо влияет на детей украинских. Ах, негодяй. Какая-то там тетка, говорит, ехала с Италии, а там итальянец и украинка, но они вместе как бы, да, и начинают там суть до дела начали говорить, переговариваться, а он говорит, я Путина люблю, вообще у Зеленский нехороший человек, а Путин красавчик, и вот моя девушка из Украины тоже так считает, она это в соцсети, все, подъезжают они к границе, украинский пограничник говорит, пошел вон, не пустим тебя. Ну и как вишенка на торте, это расследование в Украине, оказывается, действует подпольным образом при УПЦ, одном из монастырей в Киеве. Школа подпольная, где детям преподают по советским учебникам о Боге и учат русскому языку. Причем 60 детей с 1 по 9 классы читают, ну, в Голосеевской пустыне, читают там, и, в общем, все по школьной программе. Ну и все там, разрыв в комментариях, 16 учителей, всех в кутузку, всех там на допрос. Знаете, Игорь Владимирович, гениально блаженнейший митрополит Ануфрий в своем обращении по случаю Рождества, Святого Вечера, сказал, политики считают, что я иду против них, но если я иду к Богу, и оказывается, что я иду против них, куда тогда идут они? А если они идут от Бога, то неужели я должен идти вместе с ними? Что скажете? Ну, вместе с нынешними политиками лучше вообще никуда не идти. Потому что, ну, зашквариться можно так, что и жить не захочется. Вы привели 3 примера,
я, с вашего позволения, отреагирую. Значит, первое. По вопросу этой языковой омбудсменки, которой там не понравилось общение Гарика Каригородского с детьми. Я дико извиняюсь, я опубликую завтра, если у меня тут просто сейчас они не под рукой, на другом телефоне, скриншоты и записи с инстаграмчика дочери ее, ну, это омбудсменки, которая живет свою лучшую жизнь и слушает группу Любе. Поэтому перед тем, как кому-то указывать что-то, надо в зеркало чуть-чуть посмотреть. Второе. По поводу итальянца, которого не пустили в Украину. Ну, вы знаете, Александр, я согласен, почему его не пустили. Другой вопрос к этой барышне, которая приватный разговор, ну, вынесла, вы поняли, да, на общее. Не пустили его, потому что потом с Италией отношения беспортились. Потому что вынесли это все на всеобщее обсуждение. Заехал бы кто-то, какой-то подорванный что-то сделал бы, ну и последствия понятны. Что касается Голосеевской пустыни, школы и тому подобное. Ребята, если мы не остановимся и не прекратим один другого преследовать по вопросам, которые нас разъединяют, то нам не помогут никакие миротворческие войска. Мы сожрем один другого просто, и все. И я, кстати, сегодня слышал мысль, что нам миротворческие войска нужны, чтобы гражданской войны не допустить. Вот, то есть зеленые гниды дорулили страной так, вот просто дорулились, что мы вошли в клинч сами с собой. Дети не то читают, дети не то это. У меня вопрос. Знаете, я всегда вот госпоже Ницуй задавал вопрос по этому поводу. Во Львове много переселенцев, они говорят на русском, а поэтому все нельзя преследовать палкой, ну и так далее. А у меня вопрос. Вот вы филолог, вы человек, который, ну, по моему мнению, что должен был сделать? Открыть курсы, открыть школу, обратиться и сказать, дорогие соотечественники, я вот владею языком, приходите, я и так далее, и так далее. Но все в пику, все это самое. То же самое вы посмотрите, взял этот черт зеленый, украл Рождество, наговорил 25-го 3 короба, за которые еще эта самая история не окончена. И говорят, публикуют, стоят СБУшники на дверях и публикуют. Мы придем ко всем, кто празднует 7-го. Я дико извиняюсь. Я не собираюсь приходить никому, кто празднует 25-го. Это личное ихнее дело. Люди, которые праздновали, католики, это вообще их каноническая история. Люди, которые там побежали, переметнулись, то можно бегать между небом и землей очень долго. Потом все в исламе окажутся, да. Да, ну я же о чем я говорю. То есть, если завтра Умерову больше власти дадут, они это самое... Вы же видели очередь в синагогу? Ну, вы же видели очередь в синагогу людей, которые к еврейству и иудаизму имеют отношение, как мы с вами к балету, понимаете? Мы к балету больше имеем отношение, бо мы его хотя бы видели. Они в той синагоге до этого ни разу не были, понимаете? Но не все побежали. Поэтому я к этим людям отношусь, знаете, когда я сегодня листал страницу свою в Фейсбуке, она в теневом бане там, но
дело не в этом. Я листал, у меня много коллег там в друзьях, подписчики, да, там, и смотрю строку эту, один, второй, третий, с водохрещем, с этим. А потом я думаю, подожди, да, Игорь Владимирович, я проведу эксперимент. Я беру одного биографию, партработник бывший, второго атеист, третий. Так что вам сказать? Я скажу вещь. То есть человек, который отвечает за религию в нашей стране, который почти Зеленский, ну то есть Еленский, он защищал диссертацию по научному атеизму. Вот вам ответ на все, что происходит. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. С вами солидарная аудитория, но тем не менее, 5% назначение Буданова и перестановки Зеленского – это к полноценному миру, 14% к заморозке ради того, чтобы Зе ушел из Иди, так сказать, 36% к еще большей эскалации в войне и 45% отвлечения внимания от воровства, мол, смотрите. Ну, как с Резниковым, да, поскандалили, яйца по 17, вот это бронежилеты, вот это все. Назовите мне хоть одного успешного министра обороны у Зеленского во время Шмыгаль. войны. Очень успешный. Ну, конечно, потому что месяц проработал. Так все быстро, как произошло. И зацепиться не за что, Ну, понимаете? я понимаю, Шмыгаль может быть министром обороны, министром энергетики, премьером, первым вице, образования. Ну, его можно клонировать нельзя. Да, друзья, в любом случае, я очень благодарен за то, что мы сегодня побывали в этом прямом эфире, святой вечер. Звезда сегодня особенная, там в отдельных районах, да, там 3 звезды сошлись, и получилась такая, да, вот они вместе друг на дружке, ну такая, выстроились в ряд, и особо яркая получилась она. В некоторых по-другому, но тем не менее, у некоторых тучи, у некоторых снегопад и мороз. Смотрите, где бы мы ни были, все вместе, давайте все-таки помнить, что Рождество 7-го, что мы вот так, как мы хотим, собственно, мира, хотим добра, хотим благополучия, вот так нас Бог и будет уважать. Вот так. Поэтому всем Божьего благословения, крепкого здоровья и успехов. Игорь Владимирович, вам также. Александр, спасибо вам, спасибо дорогим зрителям. Друзья, еще раз всех с Рождеством Христовым. Еще раз всем здоровья, счастья, благополучия, благосостояния, мира всем нам. И пускай эта звезда, которая сповістила нам про народження маленького Ісусика, буде нашим дороговказом. І не можна відмовлятися від віри предків, віри батьків, віри дідів. І наша віра славна, віра православна. Христос народився. Да, славимо его. Друзья, всем большое спасибо. И вообще вот это вот, да, сразу в этот день ты понимаешь настоящий славень, да, что слава Богу, да, там, слава Христу, слава, а все остальное тленно. Но мы через него переступим и пойдем дальше. Ровно так, как уготовано. Всем добра и света.